Приветствую вас, путешественники! В этом видео я покажу главную достопримечательность Вьетнама, его визитную карточку бухту Халонг. Она находится в одноименном городе Халонг, и кроме бухты здесь есть еще множество интересных локаций. Обычно туристы приезжают сюда из столицы, города Ханой, на день-два, чтобы поплавать по заливу вокруг 1000 скал. Я же решил уделить этому городу 5 дней и посмотреть вокруг совершенно разные споты. Помимо природных очаровательных мест, мне очень понравился сам город. Халонг современный, с чудесной набережной, спортивными площадками и классными пляжами, с видом на невероятные скалы, величественно возвышающиеся над водой. Поэтому этот город можно рассматривать как для зимовки, так и для жизни экспатов. В отличие от больших городов, утопающих в пробках и трафике, здесь можно насладиться спокойствием и красотой и обилием добывающихся здесь морепродуктов. Вкратце мое путешествие изображено на карте зелеными точками, и оно делится на посещение города Халонг и самой популярной туристической экскурсии на лодке в бухту Халонг, а также заповедник Кат Ба с его бухтой Лан Ха. Билеты покупаются в порту, стоят они $25, есть два разных маршрута, я выбрал самый дорогой, самый попсовый, а также можно купить дополнительную еду. Все экскурсии начинаются с утра, поэтому, купив билет, я отдыхал на пляже Бай-Чай, набирая сил на следующий день. Вот я плыву и не перестаю удивляться каждому камню. Такие красивые виды, великолепные живописные пейзажи. Каждый камень, вот я в него всматриваюсь, это отдельное произведение искусства, он уникальный. Просто восторг. Пока наслаждаясь видами этих великолепных скал, словил себя на мысли, что корабль наш абсолютно тихий. Я практически не слышу работу его двигателя, а также какого-то запаха дизеля. И конструкция корабля выполнена таким образом, чтобы ты выходил на вторую палубу и, в принципе, 360 наслаждался видами этих скал. То есть он специально подобран под это путешествие. Бухта Халонг очень живописная, состоит из около 1600 величественных карстовых островов, каждый со своей причудливой формой, вид которой меняется в зависимости от разных ракурсов. Все острова окружены изумрудно-зелеными водами в солнечную погоду. Бухта является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Первая наша остановка – это пещера Сунгсот, она же называется пещера сюрпризов. Сейчас мы останавливаемся и целый час будем гулять, наслаждаясь сталактитами и сталагнитами. Итак, друзья, я уже внутри пещеры Сунгсот или пещера сюрпризов. Это ее самый огромный, самый красивый, самый лучший зал. И сюрпризы здесь действительно были. Главный сюрприз – это то, что вы не сразу попадаете в такой зал, а сначала проходите через очень узкие проходы, через несколько, 2 или 3 мелких зала. И вот там творится просто какое-то безумие. Дети кричат, люди толпятся, все толкаются. Такой в Лувр даже нет такой очереди. Это реально какой-то муравейник. И это полностью отбивает твое желание наслаждаться какими-то сталактитами, сталагнитами или поговорить с пещерой. Даже тут, относительно в широком пространстве, бесконечный поток людей, он не останавливается. Поэтому наслаждения от пещеры, чтобы соединиться с природой, никакой нет. Зная об этом ранее, я бы лучше посидел бы в лодочке, когда все люди ушли, и понаслаждался бы пейзажами великолепных скал, чем ходил тут в этой пещере душной и смотрел всех этих людей с детьми. Общие выводы, друзья, следующие. Лучшее, что есть в пещере, это вид при выходе из пещеры. Вот вид нереально красивый. И я бы лучше не шел внутрь пещеры, а просто бы сидел на палубе и наслаждался этим видом.
Следующая достопримечательность, друзья, это Луон Кейв. Вот под этой высокой красивой скалой есть пещера, и можно проплыть на каяке, либо на спидборде, либо еще на какой-то лодочке. Но это удовольствие в стоимость билета не входит, это удовольствие платное. И на другой стороне будут красивые пляжи. Учитывая опыт пещеры Сунгсот, я больше не хочу быть в этом муравейнике людей, поэтому я лучше полетаю на дроне, тем более, что появилась такая красивая погода, тучи рассосались, и я могу в полной мере наслаждаться красотой этих скал. Друзья, посмотрите, какая красота, когда в бухте Халон вышло солнце, зелень насытилась, стала ядовито-зеленая. Вода стала совсем другого оттенка, не грязного какого-то, она стала зелено-лазурно-изумрудного цвета. Мне очень нравится. Тут еще восприятие зависит от погоды, поэтому я сейчас нахожусь здесь летом, 1 июня, сегодня день защиты детей, и вот такая классная погода. И последняя туристическая локация в рамках этой лодочной прогулки – это остров Тип-Топ. Или он называется остров Титова. Герман Титов – это второй человек, который побывал в космосе после Гагарина. В 1962 году он посетил с визитом бухту Халонг, и в честь него назвали остров Тип-Топ, Титов. Туристов здесь тоже очень много, но остров хорош тем, что у него есть большой, то ли искусственный, то ли природный пляж, но пляж действительно широкий. И плавать с видом на эти все бухты – это большое удовольствие. Но у меня с таким количеством вьетнамцев плавать желания не возникло. Посмотрите, какой там кишлак людей. Жесть. Итак, друзья, я забрался на вершину скалы Титов. Отсюда раскрываются невероятно красивые живописные пейзажи. Еще повезло с погодой, тучи рассеялись, и солнце стало подсвечивать воду, что она стала изумрудной или лазурной, и зеленые скалы тоже приобрели ядовито-зеленый цвет. Все это очень красиво. На вершине скалы я могу видеть панораму 360 градусов. В общем, не зря я поднялся на поверхность этой скалы, оно того стоило. Я сейчас нахожусь на пляже Хонгай. И интерес этого пляжа в том, что все известняковые скалы, горы видно прямо с пляжа. Они довольно близко, даже ближе, чем мы подплывали на лодочке по экскурсии. А также, помимо этих видов, сам пляж очень широкий, очень длинный и обустроенный. Халонг делится на две части города. Они соединены огромным высоким мостом, красивым. И у меня целое удовольствие ездить по этому мосту, это кайф. И на части города, откуда выходят марины, прямо возле марин находится пляж, называется Байчай. Он тоже классно обустроен, еще лучше, чем этот. Там есть кафе, бары, рестораны, но скалы там находятся чуть подальше, ну, может, километра 2. Общий антураж, конечно, красивый, видно, что на фоне есть скалы, но все-таки они далеко. А этот пляж, Хонгай, эти известняковые скалы находятся прямо рядом. И тут можно провести целый день. Пляж абсолютно бесплатный. В доступе есть, конечно же, все всякие супермаркеты, вьетнамский фастфуд, пиво, закуски, все, что хочешь. И также пляж высажен пальмочками. Добираться до него элементарно. Ты едешь через красивейшую набережную. Набережная тоже высажена всякими красивыми растениями. Установлены спортивные снаряды. Люди катаются на велосипедах. Велодорожки есть. Занимаются спортом. Гуляют с детьми. Вот прям такая жизнь кипит. Как будто я, когда сюда ехал, думал, что ну тут Халонг просто городок, который обслуживает эту достопримечательность бухту Халонг. Нет, это полноценный город, трехполосные дороги, супермаркеты, электронные магазины, рынки. В общем, город живой. Он, конечно, не настолько большой, как Дананг, но, в принципе, вполне себе подходит для экспатской жизни, ну, даже если сравнивать с Нячангом. Да, эта вода, конечно, не лазурная. Это не лазурная вода.
Это ближе к нашей реке, все-таки это залив, но кто не выдерживает огромную жару и влажность, я думаю, что в этом регионе ему будет поинтереснее, потому что тут пасмурновато, в основном целый день пасмурно, ну сколько я был, и температура чуть-чуть ниже, чем в Нячанге или в том же Дананге. Поэтому рассмотреть этот вариант стоит. Вода тут хоть и не самая чистая, уровень наших рек Днепра, Днестра, но при этом здесь абсолютно нет волн, их вообще нет. Это просто как озеро. Поэтому для любителей кататься на сапе или для любителей еще каких-то водных видов спорта, где нужна именно спокойная вода, это идеальное место. И как-то тут особо немного людей этим занимается, бизнес-ниша открыта. В общем, гулять на фоне этих известняковых скал и вот таким песочком – это сущее наслаждение. Поэтому Халонг обязательно нужно ехать не на экскурсию однодневную, посмотреть эти основные точки скал и уехать, а приезжать на несколько дней, как я. И по сегодняшней экскурсии стандартной, она практически была в одном месте. Все три достопримечательности, будь то пещера Сунгсот, будь то скала Титова с пляжем, будь то заводь Лон, они все были, по сути, это одна локация. И ты практически не ездишь. У меня мысль какая была? 5 часов тур, ты 5 часов ездишь на лодке. Нет, ты на лодке ездишь от силы 2 часа, полтора. Все остальное время ты зашел в пещеру, подождал, пока люди приехали, потом еще в одну пещеру подождал всех, и потом гора Германа Титова, поднялся наверх, спустился, и все, и пора. Поэтому завтра я еду на еще один интересный заповедник, называется Какба, на мотобайке, чтобы воссоединиться с природой и поменьше там было раздражающих мое внимание шумов. Ну вот, смотрите, пляж, сколько людей. С едой, с разными супермаркетами и местами торговли, а также с бюджетным жильем вполне достойного уровня здесь все в порядке. Суп фоба стоит $2, утка или курица запеченная $6 и жилье я арендовал $8, а также огромное изобилие морепродуктов. Город очень хорошо скомпонован, имеет большое количество зеленых насаждений для прогулок с детьми, просто ходьбы по городу, а также для занятий спортом. В городе присутствует огромнейшее количество современных парков развлечений для детей, а также для взрослых. Сегодня я отправляюсь в национальный заповедник в городе Халонг под названием Кодба. Интересен он в первую очередь мне бухтой Ланьха. Это такая же интересная бухта с около 400 известняковыми островами, как и Халонг. Но единственное, что она менее популярна среди туристов, там не будет такого сумасшедшего муравейника, и я смогу насладиться этими скалами еще более интересней. Также здесь будут присутствовать рыбацкие деревни, интересные пещеры, и сам заповедник Кодба тоже интересен для мотопрогулки. Плыву я сюда на вот таком пароме. Стоимость вместе с байком 80 тысяч донгов. Без байка может даже и дешевле. Если сравнивать его с туристической прогулкой по бухте Халонг, где ты платишь 500 тысяч донгов за 5-часовую экскурсию, но на самом деле эта экскурсия 2 часа, именно если ты плывешь, а 3 часа из этих 5 часов ты просто где-то стоишь, ждешь туристов и ходишь по пещерам, то это очень интересная паромная прогулка, потому что цена 80 тысяч, я плыву среди все тех же красивейших известняковых скал, и стартует это в порту в городе Халонг, только в другой немножко локации. Ссылку скину. В общем, наслаждаемся самой поездкой еще до того, как я посетил парк Кодба. Сейчас будем проплывать между скалами.
Итак, друзья, проехался я к национальному парку Кот-Ба. Хочу сказать, что это была супер классная поездка. Мне понравились все эти красивейшие острова. А теперь я на мотобайке через весь остров национальный парк Кот-Ба еду в залив Ланьха. По пути будут пещеры и интересные места. Доехав сюда, я видел залив, где останавливаются лайнеры туристические. Очень хороший залив. И увидел пару рыбацких деревушек. Ехав до пункта следования, я просто наслаждался, ловил блаженство от красоты природы этого заповедника, а также по дороге посмотрел 2 пещеры. Сейчас нахожусь в пещере, которая называется Hospital Cave. Здесь во время Вьетнамской войны с американцами был организован госпиталь. Тут очень много комнат, где-то 17 комнат. Госпиталь состоит из 3 этажей, и здесь обслуживали людей, которые не только умирали от бомб, но и от всяких болезней типа малярии и тому подобное. Ну что, идем внутрь госпиталя, бункера. Ого, друзья, тут прям бункер. Это не совсем пещера, это внутри пещеры вылили из бетона вот такое здание. Тут, конечно, мрачновато, но что поделать. Такое время, война. Сейчас поднимаюсь на 3-й этаж. Госпиталь состоит из 3 ярусов. Вот штаб обсуждает разные новости. Тут как бы небольшой музей Великой войны. Здесь тоже спрятаны боеприпасы. А это вестибюль пещеры, то есть здесь не только есть из-за палубки вылитые здания поликлиники, а и ландшафты подземные из известняковой скалы. Красиво. В целом интересная локация. Отметить ее по ходу дела. Но специально ради нее, естественно, ехать не нужно. Сейчас нахожусь в еще одной пещере, Трунг Транг Кейв. Мне повезло, я пришел под конец. Тут никого не было и людей нет. Я даже снимаю сейчас без петлички. И это кайф быть в пещере самому, слушать звуки природы и быть наедине с самим собой. Пещера довольно огромная, мне нравится. Тишина, спокойствие, оборудовано, прохладно. Крутая пещера. Но иногда есть узкие очень переходы. Пещера не маленькая. Мне нравится. Хоть бы свет не отключили. Пещера просто фантастическая. Я не скажу, что это самая лучшая, самая высокая пещера, но она такая уникальная. Она как пещера-тоннель. Итак, друзья, я отправился в круиз с порта Бен Бео до порта Вьет Хай. Я хотел сломать систему и поехать на государственном транспорте, чтобы наслаждаться всеми этими красивыми видами, при этом заплатить копейки. Но, к сожалению, сколько я искал, найти у меня возможности попасть к обычным людям, которые едут с дома на работу, не нашлось. Поэтому пришлось арендовать вот такую посудину за 500 тысяч донгов на 4. Но если у вас компания большая, то в принципе это относительно нормальная цена, учитывая, что здесь всего 3 или 6 мест. Мы плаваем, рассекаем вот такие красивые места, встречаются очень красивые пляжи и известняковые скалы. В целом прогулка мне очень нравится, несмотря на то, что я не нашел корабль государственный, на том, котором ездят обычные люди, но это мои иллюзии, это я себе представил, что я так сделаю. Потому что даже, чтобы попасть сюда, в национальный парк, я заплатил 80 тысяч донгов и 500 за лодочку. Но пока что мне очень нравится, тут практически нет туристов, лодочка маленькая, и я в предвкушении этого трипа.
Тут по дороге встречаются интересные скалы, как на Мальдивах. Один остров, один отель с белоснежным песочным пляжем. Естественно, этот песок, скорее всего, привозной. И я уже много раз говорил, что главная фишка в этих всех скалах, то что каждая скала по-своему уникальная. Она создана природой, похожих нету. И я прям вот каждый рассматриваю островочек и наслаждаюсь им. Эти островки интересны еще тем, что проезжая их, ты видишь их совершенно по другим ракурсам. Сначала ты наслаждаешься одним видом островка, потом, когда ты заезжаешь на него, смотришь в другой вид, ну, например, в профиль, это совершенно другой уже островок, не похожий до того, как ты смотрел на него перед этим. И это своя магия такая. Так, друзья, доехал я до деревни Вьетхай. Ехал я на велосипеде, арендовать его стоит 50 тысяч донгов. И дорога сюда прекраснейшая. Во-первых, это бетонка. Во-вторых, очень мало подъем не сверх. Там буквально один, я его пешком поднялся. Всю остальную дорогу, весь остальной путь, дорога была ровная. Для велосипеда это просто сказка. Потому что деревенька это находится вот в такой долине, окруженной сумасшедше красивыми зелеными горами. И ехать сюда было одно сплошное наслаждение. Я рад, что я сюда поехал. Сама же деревенька, ничего особенного. Просто вдоль дороги выстроилось там пару десяток кафе с завышенными ценами, X1,5. Но это и не удивительно, потому что это же как бы остров. А на остров нужно доставить. Доставка всегда на остров дороже, чем на материк. Я очень доволен, что поехал в эту деревеньку, на велосипеде прокатился. Это сплошной кайф, сплошное удовольствие ехать с видом на такие горы. И когда ты едешь в долине, ты эти горы прям видишь их всю панораму, весь ландшафт. Потому что если горы сильно близко к тебе, то тебе приходится задирать голову, когда ты едешь. А тут они разбросаны по одну сторону, по другую, и ты просто едешь и вкушаешь вот это вот все. Офигенный маршрут. Котбай — это просто вынос мозга. Эти острова, эти пещеры, заливы, пляжи. Тут действительно есть чем заняться, но один день так точно. А лучше вообще быть 2 дня с ночевкой. И скорее всего, что я уже на паром опоздал и буду здесь ночевать. На этом я завершаю мое путешествие по бухте и городу Халонг. Надеюсь, мое видео вдохновит вас посетить это райское место. А мои комментарии к видео помогут сделать ваше путешествие ярче. Буду благодарен за любые комментарии, обсуждения под этим видео. И если я что-то упустил, какие-то интересные локации или нюансы, тоже пишите в комментариях, чтобы я и вы все спланировали ваше следующее путешествие ярче.